Итак, из одного клубочка кофточка. Клубочек был вот такой. Вот такой моточек льна. Называется Soft Lino Concept. Фирма Катия испанская. Они каждый год выпускают какую-нибудь ограниченную серию. Вот в прошлом году, или даже в позапрошлом, это был вот такой вот лен градуированный. Я даже не скажу, что он секционного окрашения, хотя да, это так. Но это прям в одном клубке длинная нитка, покрашенная от самого темного к самому светлому. Я таких взяла два, потому что мне очень хотелось юбку, как у Ларисы. Лариса Басеева с канала «Связала, рассказала». У нее есть шикарная юбка из такого типа пряжи. Мне очень хотелось такую же сделать, но для юбки она оказалась слишком тонкая. Это прям совсем тонюсенькая ниточка. Я вязала ее на спицах 2,5, но она достаточно дырчатая получилась, вы видите. И вязать ее, конечно, было прям совсем сложно. Прям скажу, сложно. Лен еще, он такой непослушный, он как веревка. И в процессе вязки с ним очень сложно. То есть его не померить, не посмотреть. В процессе вязки неоднократно мне приходилось это все остановить и намочить, чтобы посмотреть, как оно сидит. Клубочка хватило ровно-ровно. Остался вот такой кусочек. Вот. Это все, что осталось. Это прямо удивительно. Вот я довязала вот до такого. Здесь буквально даже на ряд не хватит. Ну, а теперь расскажу, как, собственно, я ее вязала. Начала я снизу. Набрала необходимое количество петель. В моем случае это аж 310. У кого меньше размер, конечно, меньше, но это уже нужно смотреть по образцу, кому сколько нужно. И вязала в круговую. В круговую. Не доходя 3 сантиметра до подмышки, я остановилась. Вот здесь вот. И сделала выточку. У меня 7 точек разворота. Их почти не видно, если не присматриваться. Потом я провязала еще 3 сантиметра. И вот здесь закрыла 8 петель. Вот здесь у меня закрыто 8 петель. И далее я думала, что я буду вязать прямо вот здесь вот вверх, вот так вот по лицевой стороне, но нитка к этому моменту превратилась вот в такое вот серо-бурмалиновое нечто. Я посмотрела, что оно мне к лицу нехорошо. Поэтому я продолжила вязать спинку. То есть вот от закрытых петель вверх, вот сюда вверх я пошла. И провязала столько, сколько мне необходимо для проймы. Вот то, что она вот так загибается, это мне повезло. Прям скажем. Потому что я здесь делала вот этот вот, ну как бы полый шнур это называется, не знаю точно как называется. Когда 2 петли в каждом лицевом ряду, первые 2 петли после кромочной просто снимаются, а в изнаночном они провязываются. Краешек закручивается в такую прям веревочку. Получается красиво, аккуратно. И он немножко стягивает вязание. Получилось, что у меня наклон плеча сформировался прям автоматически. То есть я ничего для этого специально не делала. У меня сама себе загнулась вот так вот пройма и сформировался скос плеча. Изначально-то я думала, что я буду его формировать укороченными рядами. Но не пришлось. Когда я довязала уже до горловины, я здесь просто по прямой вот так закрыла эти петли. И дальше сразу же следующим рядом сразу набрала. То есть вот это вот вырез лодочка, это в одном ряду все петли закрыты, в следующем они набраны. И дальше я пошла вязать уже в обратном направлении, получается, да, со спинки наперед, вот так вот сверху вниз получилось. Провязала несколько элементов. Это я шумлю и смотрю, видно ли вам. Вот так, наверное, лучше будет. Провязала несколько элементов ажурной вязкой и перешла снова на лицевую гладь. И дальше вот я вот провязала опять-таки необходимое количество петель для проймы. И вот этим здесь вот соединила швом петля в петлю. Все. Один шов в этой кофточке. Ровно один. Здесь у меня выполнен перекос. Перехлест. Не знаю, как сказать лучше. То есть пройма на 2 сантиметра, даже, наверное, больше, нет, на 2 сантиметра больше, длиннее,
чем пройма переда. Пройма спинки длиннее, чем пройма переда. Мне это необходимо для баланса, иначе изделие будет ехать назад, а этого очень не хочется. А так она сидит вполне прилично. Но это вы видели, я думаю. Вот такая кофточка. Я очень довольна. И даже думаю, что, возможно, я ее повторю. Очень может быть, что я ее повторю. Мне очень понравилось, как она сидит. Мне понравилось, какая она к телу. Некоторые выводы я сделала. То есть в следующем исполнении, если оно состоится, следующее воплощение из второго клубочка, то я поменьше сделаю вот здесь, вот этот кусочек. Немножко меньше. Здесь 8 петель, но сделаю 4 или 3 даже. И буду закрывать, чтобы не была такая открытая пройма. И здесь вот побольше сначала убавлю, вот здесь вот сантиметра на 2, потому что, ну, видите, как вот подгибается, вот тут рукой подгибается. Чтобы этого не происходило, возможно, я здесь немножко убавлю, так вот на 4 петли, а потом их добавлю к плечу. И у меня получится вырез проймы спереди немножко больше, чем по спине. Вот так. На этом вроде бы все. Если кому-то это было полезно, я буду очень рада. Вот здесь вот момент этот, не смотрите, вот этот момент. Немножко такой, кажется, перелом. Это потому что мне нужно было срочно ее надеть. А я вот до сюда довязала, закрыла на, даже не закрывала, прям на спице. Намочила. Вот эти петли были закрыты на брусовую нить. А вот это вот оставалось еще на спице. Я прям так намочила, ночью высушила, утром посмотрела, что мне действительно хватает. Но решила, что вот еще вот 2 ряда я провяжу. И вот это 2 провязанных, даже немножко больше, может быть 4 провязанных ряда, которые я не успела постирать. К следующему разу я их постираю, вот этого перелома видно не будет. Это просто потому, что я постирать не успела, а просто отпарила. Просто отпарила, одела и пошла. Вот, немножко подминается, конечно, это все. По спине помялась, потому что ехала в машине. Ну, что делать, зато очень комфортно, совершенно не жарко. И такая хорошая получилась летняя кофточка к давно имеющейся у меня юбочке. Все, на этом вроде бы все. Все рассказала. Если кому-то это было полезно, буду очень рада.